Компания Suzuki выпустила в продажу в этом году официальный литр для новичков. Звучит, конечно, странно, но дело все в лицензии А2, которая действует в Европе и Великобритании. На эти страны, собственно, и ориентируется мотоцикл в первую очередь. Согласно их действующему законодательству о лицензировании, любой, у кого есть лицензия А2, имеет право на мотоцикл мощностью не более 47 лошадиных сил. Но в качестве дополнительной проблемы запрещено искусственно ограничивать мотоцикл, который, естественно, производит более чем в 2 раза мощности, то есть больше 94 лошадиных сил в стандартной комплектации. Это означает, что 150-сильный GSX S1000 не может быть основой для машины с ограничениями А2. Большинство производителей поняли, что они могут обойти эту проблему, выпустив версии своих больших мотоциклов, адаптированные для А2. Если взять более мощную модель, а затем ограничить ее до 94 лошадиных сил с завода, то затем ее можно законным образом ограничить и до 47 лошадиных сил лицензии А2. И теперь, если европейцам понравился новый флагманский Naked Suzuki GSX S1000, но у них есть только лицензия А2, Suzuki спешит на помощь со своим новым GSX S950. Причем начинающему райдеру не нужно будет пересаживаться на более мощный мотоцикл, как только он получит лицензию более высокого класса, потому что двигатель GSX S950 спроектирован таким образом, что его можно легко перенастроить на полноценные 94 лошадиные силы. Несмотря на цифры 950 в названии, новый Naked использует тот же 999-кубовый переработанный двигатель от Gixxer K5, что и в полноценном GSX S1000, но с изменениями, позволяющими снизить максимальную мощность на треть. Хотя фирма не опубликовала подробную информацию о том, как достигается это снижение, обороты явно играют важную роль. Максимальная мощность GSX S950 достигается всего на 7800 оборотов в минуту, в то время как максимальный крутящий момент в 92 Нм достигается на 6500. Отсюда становится ясно, что максимальная мощность была сильно урезана с помощью настроек блока управления. Для сравнения, GSX S1000 2022 модельного года с тем же двигателем развивает максимальную мощность в 152 лошадиные силы на 11 тысячах оборотов в минуту и 106 ньютон-метров крутящего момента на 9250 оборотов в минуту. Так как GSX S950 имеет на треть меньшую мощность, то и стоить он должен, естественно, дешевле. Так оно и есть. Например, в Великобритании за настоящий литр на данный момент просят минимум 11 400 фунтов стерлингов, когда задушенная версия стоит 10 300. Однако, чтобы снизить цену на GSX S950, который просто задушен, а не использует меньший и более дешевый двигатель, японцам пришлось серьезно удешевить компоненты этого мотоцикла в сравнении с GSX S1000. Например, подвеска состоит также из компонентов Kayaba. Это 43-мм перевернутая вилка спереди и моноамортизатор сзади. Однако вилка имеет более низкую спецификацию и не имеет вообще какой-либо регулировки. За торможение на переднем колесе отвечают уже суппорта Takika, а не Brembo. Дополнительная экономия прослеживается и в мелочах, например, вместо диодов в поворотниках используются обычные лампочки. Электронику тоже упростили, вместо 5 режимов контроля тяги осталось 3. У него также отсутствуют режимы мощности, которые в принципе неуместны на байке мощностью менее 100 лошадиных сил. И нет кикшифтера. Есть обычный ABS, а также система помощи при низких оборотах и остался тот же GK-дисплей.
Однако главная проблема GSX-S 950 заключается в том, что он солидный и надежный naked, у которого отсутствует соответствующая мощность, и при этом он не такой маневренный и легкий, как накеды среднего класса с той же мощностью под 100 лошадиных сил, но весом на 30 кг легче. Плюс они и оснащены побогаче. Отсюда возникает главный вопрос. Так как GSX-S 950 кроме Европы и Великобритании поставляется и в другие страны, возможно ли сэкономить при покупке, но после раздушить мотор до полноценных 150 лошадиных сил? Я думаю, если это возможно, так будут делать многие.